What's up, guys? Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я покажу вам немножко неформальный, но яркий и интересный летний макияж. Итак, сейчас мы наносим основу под макияж. Обычно я использую ее на тон светлее, но вы можете использовать как вам удобнее, это не очень важно. А теперь рисуем брови. Для этого образа надо кончики бровей поднять вверх, а саму форму сделать более прямой. Обычно я крашу брови карандашом, потому что мне так удобнее и легче придать определенную форму. Чтобы визуально удлинить брови, мы берем на тон темнее оттенок и носим на кончики бровей. Таким образом мы их удлиняем. Та-да! Получилось вроде неплохо. Что вы думаете насчет этого? Мне кажется, все супер. Теперь берем белый карандаш и наносим его на верхнее подвижное веко и на нижнее, для того, чтобы наш макияж был более ярким и держался долгое время и не скатывался. Да, поначалу это выглядит странно, но результат стоит того. Теперь мы берем яркий желтый оттенок и носим его на уголки глаз. И теперь время розовых теней. Наносим их на верхнее подвижное веко и на нижнее. Честно говоря, мне хотелось продлить линию вверх и вниз, и на макияж был бы похож на Пеннивайса. Честно говоря, я очень сильно люблю «Оно» и смотрела и первую, и вторую часть, и жду третью. А что вы думаете? Напишите в комментариях, нравится ли вам этот фильм. Мне будет очень интересно узнать, потому что я просто обожаю этот фильм. Итак, можно было бы оставить так, но мы берем сиреневый оттенок и наносим их на внешние уголки глаз. Таким образом мы немножко проводим вверх, чтобы вытянуть наши глаза. Вау, выглядит круто, правда? Если у вас получился не очень ровный переход, вы можете всегда взять ватную палочку, перемешать цвета, и будет уже более мягко. Вот видите, результат очевиден. Сразу видно, где растушевано, а где нет. Вот именно поэтому растушевка очень важна в макияже.
Макияж уже почти готов, и сейчас мы берем тушь и начинаем красить наши реснички. Крашу брови я немножко другим способом, я наклоняю зеркало вниз, вот так, и начинаю красить таким образом, ресницы становятся более закрученные, без зажимов. Этот способ очень удобный, например, если вы куда-то торопитесь и у вас не хватает времени для зажима, вы можете накрасить именно таким образом, но я всегда так крашу, потому что мне так намного удобнее. Супер, макияж все больше преображается. Теперь мы берем самые яркие тени и наносим их на лоб вот таким образом. Как бы странно это не выглядело, но это очень важно. Тут мне показалось, что румян мало, и я решила добавить еще. И, честно говоря, хуже от этого не стало. Вот, и должно выглядеть именно вот так. А теперь мы переходим к рисункам и начинаем рисовать различные узоры. Для этого я использую обычный черный карандаш для глаз. Чтобы наш взгляд был более ярким, мы используем накладные ресницы. Честно говоря, я их очень обожаю и всегда клею. А любите ли вы накладные ресницы? Об этом тоже, пожалуйста, напишите мне будет очень интересно знать. Взгляд совершенно поменялся. А теперь переходим к прическе. С этим мне было очень сложно, потому что мои волосы совершенно непослушные, но я справилась с ними. И дополняю наш образ маской, теперь от вас точно никто не оторвет взгляда. А на этом все. Если тебе понравилось это видео, пожалуйста, поставь пальчики вверх и подпишись на мой канал, потому что будет очень много различных макияжев. Пока-пока!